Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за итальянский Милан ФК-24. Мы боремся в группе Лиги Чемпионов. В прошлой серии, к сожалению, у нас были некоторые неудачные матчи. Мы уступили и ПСЖ в группе, и уступили Наполи, но там, конечно, и не без ошибок судей. Лично, на мой взгляд, были матчи. Что есть, то есть. Мы продолжаем борьбу как в Лиге Чемпионов, так и в чемпионате. Ну а вы поддержите видосик своим лайком. Ну и как мы видим, не просто так мы Наполи уступили, а Симьен стал лучшим игроком месяца. А значит, что Наполи сейчас на хорошем ходу. И также там, как мы видим, из нашей команды даже никого и не было на кандидата игрока месяца. Ну, потому что у нас, так скажем, команда играет вся. Ну, можно выделить Ляо, но, как мы видим, его не расценили даже на номинанта. В группе мы пока на втором месте, у нас 6 очков, у ПСЖ 9, у Дортмунда 3 и Ньюкасл завершает нашу группу, у них 0 очков. Они забили всего лишь 2, пропустили 6, ну а нам сейчас нужно постараться взять реванш у ПСЖ. И давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. В атаке, в принципе, без изменений. Да, по-моему, такой же состав, как и был, выходит на эту игру. У них 3 матча в группе, 3 победы. Неплохо они пока идут, но они приехали к нам в гости. Давайте попробуем их удивить. Вот стартовый состав нашей команды. Здесь, конечно, не без усталости, но, ребят, что делать? У нас всего 2 дня было после прошлого матча чемпионата. Не успела вся команда восстановиться, но сегодня Шешко, Чуквезе и Муса вышли с первых минут. Ну а вы, ребята, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно залетайте в наш телеграм по ссылке в закрепе. Там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, каких-то спонтанных голосований. Все, ребята, будет в телеге. Там же в закрепе есть ссылка на мой Twitch канал, где у нас проходят стримы. И там же ссылка на мой второй канал с прохождением, его назвали Фандом Лига. Там у нас сюжетные игры. И сейчас мы там проходим сюжетку WWE2K24. Всем буду рад. Новички, ребята, давайте, залетайте, подписывайтесь, фоловьтесь. Всех жду, ну а мы начинаем. ПСЖ была такая довольно вязкая игра. Они в основном ориентировались на быстрые контратаки за счет Дембеле, за счет Барколя и, конечно же, Мбаппе. Но по итогу они выиграли за счет пенальти. Посмотрим, как сложится судьба сегодня. Кто окажется сильнее. И сможем ли мы у себя дома показать более интересную игру, чем в прошлый раз. А вот уже и первая атака. Мбаппе залетает в штрафную, удар по воротам есть. И какой момент, ребята. Здесь нам действительно повезло. Чуквезе. Рядом есть Лофтус-Чик. Лофтус-Чик принимает мяч, уже он летит на ворота соперника. Прострел, удар. Заблокировали, но мы на подборе. Чуквезе. Можно сыграть в центр. Попытка удара от Галлахера, но успели накрыть. И снова в атаке ПСЖ. Еще один выстрел. Снова Мбаппе бьет в ближний. Но на сей раз только лишь угловой. Дембеле пошел разыгрывать. У нас 15 минут позади. Здорово. Муса, ребята, как он здесь разобрался? Кто-то говорит, что это новый Гуллит, кто-то говорил, что это Эссиен 10-х годов. Ну, есть что-то, есть такое, ребята. И здесь тоже классно разбирается. А вот тут, к сожалению, передачку чуть-чуть не смог доставить. Эрнандес, передача на Мбаппе. Мбаппе пытался вырезать здесь мяч на партнера. Ну а тут Тамори здорово разбирается от Барколя. Мяч уходит. Давайте на Галлахера сыграем в центр. Галлахер. Ответная передача. Калабрия. Чуквезе. И чуть-чуть не получилось мяч тут сохранить. Но Лофтус-Чик молодец. Чуквезе. От Эрнандеса сейчас уходит 31-я минута. Ну а кто поможет? Чуквезе забрасывает в центр штрафной. До Шешко пока с Ляо мяч вообще не доходит. Хороший заброс на Мусу. Муса мяч сохраняет. Подача. Шешко.
И сюда направо. Эх, если бы до Лофтуса-Чика мяч дошел, ребята, было бы гораздо опасней. Галлахер. Галлахер, удар по воротам, вынимай! Вот вам, ребята, и Галлахер. 1-0. Додавили мы французов. Разыграли быстро этот штрафной, и Галлахер здесь здорово прокидывает мяч и с левой посылает мяч в дальний угол. Отличный выстрел. 42-я минута. Галлахер, ребята, выводит Милан вперед. Снова Мбаппе. Передача пяткой. ПСЖ не хочет проигрывать. Удар есть, и какой голище, ребята. В ближний нижний угол залетает мяч. И уже в добавленные минуты к первому тайму ПСЖ сравнивает. Но разыграли здорово. Я честно вот не ожидал именно такого удара. Если бы в ближний пошел, мне кажется, Миньен бы спас. Но именно стелящийся удар вытащить было невозможно. Но это Лига Чемпионов, никто не говорил, что здесь будет легко. Начинается второй тайм матча против ПСЖ, и у нас пока ничья. Муса чуть цепанул соперника, рядом Тео Эрнандес. Ну а ПСЖ в новой атаке. Удар есть! Вытаскивает голкипер. Калабрия. Здорово вышли из-под прессинга. Калабрия. Шешко. И пас на Лофтуса-Чика. Лофтус-Чик подустал. Еще одна передача. Мбаппе. Играет пяткой. И снова спасение. Муса. Ой-ой-ой, ребята. Только вратарь вытаскивает. Как же ПСЖ сейчас здорово включились в начале второго тайма. Что-то там непонятное в центре поля было. Шешку и Ляо пока незаметны. Давай, давай, Шешко, сейчас нужно давить. Молодцом. Шешко. Передача в центр, Галлахер. Ляо. Удар Ляо, вот так вот, ребята. Шешко мяч выгрызает. Дальше получает его Ляо, и он разбирается в моменте. 2-1. Мне кажется, этот гол вообще никак не вытекал из тех событий второго тайма, которые были, но Ляо молодцом. Ляо здесь сыграл просто шикарно, но и Шешко. Он не выключился в эпизоде, он пошел давить соперника до конца, заставил его ошибиться. И у нас еще одна замена. Калабри идет отдыхать. 67-я минута. 2-1. Но если в первом тайме с начала до забитых голов такая довольно равная была игра, то сейчас у нас включились качели. Соперник ошибся. И вот тут нужно ловить уже на контратаке. Шешко. Немножко не в ту зону. Но здорово. У него уже такие проходили в этом сезоне. Именно вот через центр разрезающие. Опасная передача. А что там было? Реф, ты серьезно? Калюлю показывают. Да он ничего не сделал. Это какие-то приколы. Что с игрой случилось? Так, Мбаппе, ребята. Мбаппе сейчас у мяча. Удар. Вот это спасение от вратаря. Там не Мбаппе бил. До него мяч не доходит. Здесь Муса. Шешко. Решил приложиться. И заработал аут для команды. Опасно раскатывают эти ребята из Парижа. Тео Эрнандес. Удар в ближний. Ну как сегодня это залетает? Кола Муани на 86-й. Сегодня только вот так вот четко в нижний угол. Можно забить нашему вратарю, но ПСЖ это делает как будто без особых проблем. Для них сейчас это ничья, подстать, ребята, победе. Ну как он попал? Как он попал? Просто какой-то невероятный удар. Что первый был забит, что сейчас второй. Тео Эрнандес, здорово. Ну все, арбитр не даст уже атаку провести.
Это, ребята, ничья 2-2. Мы бились как могли, но, к сожалению, так уж получилось, что ПСЖ смогли забить тоже. Ну и у них отличные голы. Мне кажется, игра получилась довольно интересной. Ну и не стоит расстраиваться. У нас было даже чуть меньше ударов. Ожидаемые голы, ну, примерно одинаковые. ПСЖ чуть больше владели мячом. Хотя, на мой взгляд, я бы не сказал, что по игре у них было прям такое превосходство по владению. Последняя победа в чемпионате снова вывела нас на первую строчку. Мы опережаем сейчас Интер на 1 очко, и у нас игра против Лечи, у которых всего лишь 6 очков в активе после 11 туров. Ну и это шанс нашей команды сейчас снова немножко оторваться. Ну или хотя бы, так скажем, не давать соперникам выйти в лидеры. Вот состав Лечи, у них всего лишь 1 победа на последние 5 игр. Ну а вот состав нашей команды. Сегодня есть интересные изменения. Сегодня линия обороны. Шау, Калюлю, Террачиано. Именно они выходят с первых минут. Также выходит Пулишич. Ну и, ребята, поехали. В этой встрече мы приехали в гости к Лечи, и нам нужно играть сейчас с позиции силы. Потому что все-таки мы лидеры, они аутсайдеры. И даже с учетом того, что мы приехали к ним в гости, нам нужно показать свой максимум. Там тем более будет небольшой перерыв на матчи сборных. Некоторые игроки уедут, что позволит нашей команде как раз-таки восстановиться. Поэтому сейчас можно отдать как можно больше сил в этой встрече. Ну и будем надеяться, что у нас получится выиграть. Сейчас это действительно важно. С такими командами, у которых всего лишь 6 очков за 11 туров, терять очки ни в коем случае нельзя. Хороший заброс. Ляо. Передача на Шешко. Шешко пошел сам прессинговать соперника. А тут уже Галлахер. Хороший перехват. Вот пока никак Шешко не везет. Просто вот те моменты, которые получается создать, мяч до Шешко не добирается. Ну а тут что, Лофтус-Чик? Ну надо было поаккуратнее действовать. Зато здорово Муса. Шешко играет на Ляо. Ляо с мячом. Здорово, Ляо пролетает в центр. Муса. И был офсайд. Чуть-чуть. У Ляо очень здорово получается вот так между двух в центр заскакивать. И он здорово ставит корпус. Было нарушение правил. Ну, Шау чуть борьбу включил. Свалил соперника, упал сам. 13-я минута, подача. Отбились. Вот Пулишича пока вообще, ребята, не чувствую. Возможно, придется нам, ну, лично на мой взгляд, поменять игрока правого фланга атаки. А здесь опасный момент. Наш голкипер справился. Тео Эрнандес забрасывает аккуратно на Ляо. Тот играет на Шешко. И Шешко запускает вперед Ляо. Ляо здорово отрывается от защитника. Ляо. Надо забить. Ляо проталкивал в дальний. Уже успел защитник чуть-чуть сблизиться. Накрыть момент удара. Ну и вратарь хорошо действовал. Ляо. Подача. Шешко. Шешко выигрывает эти верховые мячи, но, к сожалению, под большим давлением. И снова Шешку с Ляо разыгрывают. Ляо пытался продавить защитника. Муса. Муса классно действует. Забросик на Шешко. Шешко мяч на грудь принимает. Какой удар и угловой. Пока со всеми ударами Шешко справляется соперник. Ляо. Еще одна подача. Шешко и снова выше. Ну как так? Шешко очень активен. Вот в отличие от Жиру, в этой части ПК-24, именно в нашей карьере, Шешко прям максимально активен. А здесь какой момент? И снова вратарь. Ну вот Лечи тоже колко контратакует, создает какие-то подходы. Почему Галлахера выключила? Галлахера просто отключила, и мяч от него отскочил сопернику. Игра, что ты делаешь? Я скидываю мяч Галлахеру, а на него вообще не переключала. И от него мяч отскочил как будто от штанги. Вот здесь, смотрите, вот. И только вот в этот момент, когда уже мяч оказался у соперника, нам включила Галлахера.
Хороший пас на Ляо. Ляо залетает в центр. Ну же, Ляо, забить. Ну хотя бы тут. Быстро отыгрались. Ну, я надеюсь, сейчас наша команда все-таки разозлится. Ну и вот опять Ляо залетает между двух. И здесь не пошел почему-то третий защитник встречать, который обычно вылетал на Ляо. Ну, не в каждом эпизоде, видимо, он должен так активно лететь. У нас начинаются вторые 45 минут. У нас пока ничья. И сопернику, честно скажу, со своим голом довольно сильно повезло. Там вот этот вот неприятный отскок. Рчано, здорово. Смог здесь мяч выиграть для команды. Здорово действует Шешко. Муса. И он не попадает, ребята, в пустой угол. Ну что, еще один момент для Шешко. Момент, удар. Вратарь вытаскивает. Снова какой-то безумный удар от Шешко. Но как же успевает среагировать голкипер? А здесь неплохая атака Лечи. Одним движением убивают Тео Эрнандеса. Удар. Хорошо, что на добивании успел наш голкипер. И здесь снова хорошая передача пяточкой. Новая атака Лечи. Тео Эрнандес. Здесь один на фланге. Но он встретил соперника и в итоге удар от ворот. Шешко мяч подхватывает. Шешко. Пас Пулишичу. Забить. Снова спасение. Просто невероятные спасения сегодня от вратаря Лечи. Галлахер. Здорово. Пас на Пулишича. Пулишич. Ну, я не знаю, Пулишич сегодня вообще не бежит, ребята. Вот просто. Ты зажимаешь бег, он как будто вообще не хочет бежать. Матч закончен, друзья. Ничья 1-1. К сожалению, теряем мы здесь 2 очка. Ну и снова магия вне Хогвартса. Летающие мячи. Теперь уже Интер на первом месте опережает нас на 1 очко. Наполи вырвались на 3-ю строчку, но они сыграли на матч больше. Ну а у нас игра с Фиорентиной, у которых сейчас на данный момент 15 очков. Мы играем дома, давайте посмотрим на их стартовый состав. Белотти на острие атаки. 3 ничьи, 2 победы, в принципе без поражений идут, но, видимо, на старте сезона очки растеряли. Ну а вот состав нашей команды, все отдохнули, все набрали сил. И сегодня с первых минут Кьер, Тамори, Калабрия и Чуквезе. Поехали. Говорил, ребята, на самом старте карьеры, что первые матчи, вот это вот, знаете, только раскачка сезона, когда не все в хорошей форме, не все пока сыграны. Мы набрали очки, и казалось всем, что ой, это так все легко, никакой интриги. А вот сейчас как раз самый сок и начинается. Ноябрь месяц. Приближение зимы начинает команду лихорадить, где-то травмы, где-то не получается реализовать то, что создаем. Ну и вот так вот, ребята, все складывается. Мы боремся в чемпионате с Интером, но пока они опережают нас. Обидно, что мы с Лечи, ребята, подрастеряли очки. Я вот замечаю почему-то на стадионе Милана, на домашней арене, какие-то микроподфризы есть, хотя я играю на PlayStation 5. Еще один удар. Калабрия не добрался. Показывают нам Белотти. Это, видимо, он уже как раз пробивал. Я внимания не обратил на автора удара. Шешко. И видит забегание Калабрии правым флангом. Можно надо... Ну, что это такое? Чуть-чуть подтолкнули Калабрию, и все, мяч улетел. Вот так вот лучшие нападающие. Мартинез, Осимьен и на 3-м месте ребята Ляо. 10 голов у него забито. У Осимьена и Мартинеза по 12. Галлахер. Лофтус-Чик забрасывает на Шешко. Шешко ныряет головой за этим мячом, но не попадает, к сожалению, в створ. Хороший отбор здесь от Калабрии. А здесь классно Иконе. Разбирается, но за ним Муса. Муса, ребята, не оставляет шансов сопернику. Хороший пас на Ляо. Ляо, рядом Муса. Пытаются они вдвоем разыграть. И Ляо, здорово, можно навешивать. Лофтус-Чик, нет, он не пошел. Кьер. Ух, рискованно, ребята, здесь все было. Галлахер с большущим трудом отдал эту передачу. Чуквезе. Калабрия.
Разгоняем новую атаку. Вот сейчас можно навешивать. Скидка на Мусу, и Муса до мяча не добрался. Муса. Снова Галлахер. Чуквезе, а почему же ты пыром правой? Я думал, сейчас с левой с подкруточкой ударит. 3-2 по ударам в первом тайме в пользу нашей команды, но мы все-таки хозяева должны, так скажем, радужный прием устроить. Фиорентина в новой атаке. Тамори. Какая передача пяткой. Момент, удар. И, конечно же, они шьют в дальнюю 9. Это Белотти. Он добивается своего. Был у него в начале матча похожий момент, но здесь он попадает шикарно. В дальнюю девяточку. Мощно, хлестко. А вот у нас такой бы удар голкипер бы соперника вытащил. Но вот здесь-то нужно карточки давать. Жестокий подкат против Ляо. Муса пошел отводить соперника, и только желтая. Только желтая, ребята. Ляо, классная передача. Шешко, забей! Вот и Шешко, ребята! Этот парень все-таки может бахнуть. Ну и здесь уже Ляо, очень тоненькую. Помните, приход Шешко начинался с похожей передачи, но на Ляо тогда. Здесь они поменялись местами. У нас есть еще время, это только 67-я минута. Примерно минут 25, я думаю, есть у команд. И снова Ляо. Подача на дальнюю. Забей, Чуквезе, как ты не попал! Вот это момент уже казалось, ну все, я удивился, что он выпрыгнул. И первый на мяче. Но он просто не попадает в пустой угол. Как же обидно. Тео Эрнандес. Здорово. И прям по флангу на Ляо мяч прокидывает. Ляо там с одним поборолся, с другим. Ляо, здорово. Ляо, какой момент он пробил. Все-таки смог, но, ребята, было сложно. Удар Галлахера. За шиворот. Почему ты не попал? Вратарь потерял ворота. Я уже думал, что это просто сейчас будет, ребята, фантастика. Ну вот я говорю, чуть-чуть. Где-то везения не хватает команде, но какие удары мы сотворяем. Побега. Ляо снова цепляют. Это вторая желтая. И до свидания. Додо на Ляо 2 карточки оформил. Рейндерс. Еще один мощнейший выстрел. Матч закончен. Не дает нам арбитр провести атаку. Здесь ничья 1-1. Но, на мой взгляд, очень такие бодрые матчи. Хоть и не получается везде выиграть, но есть момент, есть сопереживание. Есть небольшая обида от того, что не получается забить все, что создаем. Но тем интереснее, ребята, эта карьера. Вам спасибо за поддержку в виде лайков и комментариев. Пишите свои предложения, советы, рекомендации. Ну а с вами был Локи. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо и пока-пока.